Изображения львов на фасадах зданий символизируют власть и военную доблесть. Называется это украшение маскарон – маскарон льва. Лев – это грозный защитник, призванный оберегать от зла владельцев дома. Размещали его над окнами и входами, дабы зло не пустить в дом. Но в этой категории отдельно стоит еще одна деталь, которую многие могли не замечать на фасадах зданий. Бывают маскароны, где лев зачем-то держит в зубах кольцо. Это так называемый недремлющий лев. Если лев заснет, кольцо выпадет. Так что пока кольцо на месте, лев неусыпно стережет входы в дом. Изображение недремлющего льва на принадлежащих им зданиях могли размещать только военные. А где в Гродно есть дома с изображением льва, я вам сейчас и расскажу. Улица Студенческая в Гродно. Как только она не называлась в разный период времени. В XIX веке Софийский переулок, в 20-м переулок Зеленый, затем в 1920 году переименована в улицу Зеленую, а в 1934 ее назвали улицей Эдварда Елинка, хотя это не указано на табличке, может быть потому, что по меркам истории улица называлась так недолго, всего 5-6 лет. А Эдвард Елинка – это чешский литератор. Елинок издал биографический список чешских сочинений и статей, касающихся Польши. И, наконец, в начале 1940 года улица получает название Студенческой. Здесь находится так называемый дом со львами, причем не единственный в Гродно, но об этом позже. Дом с современным адресом Студенческая, 6 построен в стиле модерн в 1906 году. Первый владелец дома – грузинский князь, представитель древнейшего грузинского рода Владимир Георгиевич Челакаев. Сведений о нем немного, он служил в одном из полков российской императорской армии, который как раз дислоцировался в Гродно. Что примечательно, в книге Саяпина говорится, что дом построил Георгий Челакаев, но в Гродно на старом православном кладбище на Антонова сохранилась могила подпоручика 101-го пехотного Пермского полка князя Георгия Челакаева. Родился он в 1974-м, а умер 30 марта 1901-го. Так что я склонна согласиться с версией доцента кафедры истории Беларуси Александра Горнова, где в одном из интервью в интернете он говорит, что владельцем дома все же был Владимир Челакаев. И потому что князья Челакаевы потомственные военные, именно поэтому на фасаде так много львов. Как я уже говорила, изображение льва могли размещать только военные. Дочь владельца дома Нина Челакаева в 1930-е годы вышла замуж за еще одного представителя грузинской династии, гродненского врача Григория Алшибая. Доктор вел практику здесь же, в доме, как тогда было принято, и именно в те годы в торце правого крыла был пристроен отдельный вход для приема пациентов. Вот он. А второй этаж был отведен под жилые комнаты хозяев дома. Среди местных старожилов ходила легенда, что хозяин этого дома погиб от собственного автомобиля. Мол, когда он заводил авто, ручка стартера спружинила и ударила мужчину по голове. В 1939 году дом был национализирован, и вначале здесь располагался дом малютки. А уже после войны в 1950-х годах дом отдали под станцию переливания крови, которая находилась здесь же вплоть до 2014 года. А после уже переехал на улицу Кобяка в новое здание. С тех пор дом пустует и постепенно ветшает. И вот как выглядит сегодня задняя часть дома. Дому постоянно пытаются найти собственника, и сам дом, и также хозблок и гаражи, которые находятся на заднем дворе бывшей станции, периодически выставляются на аукцион. Последний проводился в 2022 году, если не ошибаюсь, и начальная цена была 930 тысяч рублей. За эту цену победитель торгов получал этот участок в аренду сроком на 50 лет. Кроме того, нужно учитывать, что постройки являются историко-культурной ценностью, и реконструкцию его необходимо постоянно согласовывать. Хотя, как показала недавняя практика сноса царских казарм по улице Щорса, наверное, все же не всегда. И по условиям предстоящего аукциона здание можно реконструировать под объект общественного назначения. Это значит, что тут могут появиться офисы, кабинеты с услугами, культурный или музейный центр, а также заведение общепита. Но что-то не слышно, чтобы кто-то его выкупил. Так что если поживем, как говорится, то увидим. Но очень жаль, что такое красивое здание ветшает и постепенно разрушается. И тут дело даже не в том, следят за домом или нет. Видно, что следят. Но дом без жильцов умирает, эта истина уже известна давно. Так что еще 10 лет без присмотра, и, боюсь, участь царских казарм постигнет и этот замечательный дом.
А место здесь на самом деле замечательное. Центр города, неподалеку улица Буденного. То есть проезд туда, это не глухой тупик. Когда я езжу на велосипеде, я постоянно срезаю здесь путь. У нас в Гродно вообще можно очень быстро перемещаться между улицами в центре, если знаешь обходную дорогу. Многие дворики проходные, надо только свернуть с привычного маршрута. Задняя часть дома выходит на речку Городничанку и Свято-Покровский собор. Так что это действительно самый центр. Нашла также в интернете информацию, что по сей день в Свято-Покровском соборе хранится серебряная табличка с надписью «Киот сей сооружен в дар роте командиром ея капитаном князем Владимиром Георгиевичем Челакаевым в 1912 году». Вот такая история. А в начале видео я обещала рассказать, где в Гродно есть еще один дом со львами, помните? Вот смотрите. Узнаете? Это здание Белпочты по улице Ожешко. На главном фасаде здания есть изображение 12 львов. Правда, не таких больших, как на улице Студенческой, но все же. Когда-нибудь вы обращали на это внимание? Это здание бывшего бровара Бонифараторов, построенного около 1795 года. То есть львы появились здесь намного раньше, и, как я уже рассказывала, маскарон льва символизировал доблесть и воинскую честь. Так что почему львов изобразили здесь, пока не скажу. Следствие продолжится, и, возможно, мы узнаем и это. Так что гуляйте по любимому городу, смотрите, открывайте для себя что-то новое. Ведь никогда не знаешь, где неожиданно может скрываться что-то очень необычное и интересное. Если выпуск понравился, поставьте прямо сейчас лайк, пишите свои комментарии, делитесь необычными деталями на здания в городе, которые нашли вы. И, возможно, из этого получится еще одна интересная и необычная история. А я, как всегда, всех обнимаю, всем пока.